Всем привет! Вот краткий обзор обновления 0.6 Warzone Giga Patch. Добавлены сразу две новые карты – Смоленск и Полярный. Карта Смоленск – та самая карта, альфа-версия которой до этого была в игре, и которая напоминала Майнкрафт на минималках, вызывая у игроков опасения по поводу работоспособности своего железа. У тех игроков, которые в упор не могли заметить огромную красную надпись на весь экран. Сейчас же карта разительно преобразилась и выглядит очень достойно. Смоленск – первая негородская карта в игре. На карте представлен радиолокационный пост в лесу с сопутствующей инфраструктурой, среди которой найдется место как технике и снайперам на открытых участках, так и пехоте во всевозможных зданиях и бункерах. Хотя, если честно, карта сплошная боль для глаз и жуткое пристанище кемперов. Черт возьми, Джонни, да они, блядь, на деревьях! Карта Полярный создана на основе закрытого города на северо-западе России, где базируется часть Северного флота. Да, настолько закрытый, что в разгар Третьей мировой в городе стоят туристические автобусы из Европы и Украины. Собственно, статус закрытого города, видимо, и сказался на мап-дизайне. В отличие от карт Москвы, Варшавы и Берлина, Полярный не является достоверно воссозданным. На карте мы видим улицу Ведяева, дом офицеров, городскую больницу, историко-краеведческий музей и памятник «Морская душа», и все они находятся в пешей доступности. Но на карте города же эти объекты находятся в разных частях города и довольно удалены друг от друга. Черт, да кому это вообще интересно? В целом карта неплохо передает уныние маленьких городов. Хотя в принципе можно добавить еще немного колорита. Баклан, потереть надо! Слышишь, мы тебя не тронем, в натуре за базар отвечаю! Не бойся, мы тебя резать не будем! Они 2 сотни! Ты чё? Бычара, ты труп, ты понял? На тебе, на! Сука! Ну ты в натуре, ло, брателла. Бля, в натуре, я отвечаю. Опа, смотрите, какое интересное объявление. Горжусь отечественным автопромом. Зеленый горошек за 10, надо прикупить. Колбаса. Червь? Пожалуй, не буду покупать здесь колбасу. A few moments later. Бля, Проще позвонить, чем у кого-то занимать.
Для зимних карт наконец появился соответствующий камуфляж. Добавлены две штурмовые винтовки М4 и СА-80. М4 – штурмовая винтовка калибра 5,56 на 45 мм. Обладает отличной скорострельностью, низкой отдачей и небольшим разбросом. При этом урон довольно низкий, как и у всех представителей того же калибра. В целом очень неплохая штурмовая винтовка. Enemy offensive drone spotted in your AO. Our units are taking hold of objective Charlie. СА-80 – штурмовая винтовка калибра 5,56 на 45 мм. Так же, как и М4, обладает хорошей скорострельностью, низким уроном, но при этом отдача на порядок выше, что делает СА-80 крайне сомнительным оружием среди аналогов. На дистанции контролировать оружие заметно сложнее, чем тот же М4. Конечно, отдачу можно скомпенсировать рукоятью, но для ее установки необходимо поменять стоковое цевье, что обойдется в лишние 10 тысяч. Our units are taking hold of objective Alpha. Добавлен новый страйк – вертолет-дрон. Может быть вызван в любую точку карты и контролируется в радиусе 600 метров. Enemy UAV overhead. Разнообразный арсенал вооружения позволяет использовать дрон для любых целей. Radar being jammed. Objective Bravo 1. Управление, конечно, не из простых, но в умелых руках может стать серьезной проблемой для врага. Хотя постановщики помех так не думают. Enemy UAV overhead. Our UAV is online over the area. Objective Bravo 1 is under attack. Enemy radars are being jammed. Добавлена британская бронированная боевая машина Ajax. Особых отличий от аналогов не имеет. Добавлена мобильная точка возрождения, или, если коротко, рожалка.
Появляется в начале матча на основном респауне и там же спустя пару минут после того, как была уничтожена. А управлять ей может любой игрок. Особой прочностью не обладает, поэтому как танк ее использовать не стоит. Добавлена униформа британских солдат. Ой, не это. Вот это. Боезапас стрелкового оружия был значительно уменьшен. Сумки с патронами теперь очень актуальны, поэтому будь умницей, не забывай кидать их тиммейтам. Урон пистолетов, пулеметов и дробовика МСС был увеличен. Кроме того, дробовики получили прибавку к урону на дистанции до 15 метров. А вот урон оружия калибра 7,62 был снижен с 38 до 34 единиц урона. Множитель урона по конечностям был уменьшен с 80 до 67%, а по рукам и ногам с 60 до 57%. Это избавило от нелепых ваншотов со снайперской винтовки при попадании в пятку или по мизинчику. Командир отряда теперь может возрождаться на любом члене отряда. Члены отряда, в свою же очередь, могут, как и раньше, возрождаться только на лидере. Да здравствуют мгновенные смерти сразу после респауна в стиле Battlefield. Звуки шагов стали громче и более различимы. Также добавлены всевозможные охи, ахи и вздохи при ранениях, смерти и малом количестве здоровья. Система пометки врагов была изменена. Раньше она была по сути встроенным волхаком. Пометка на враге постоянно следовала за ним, позволяя отслеживать его перемещение за препятствиями и даже через дым. То есть все сводилось к девизу «Спам X» и «Стреляй по ромбикам». Теперь же пометка остается на месте, где был помечен враг, и не следует за ним. А двойное нажатие ставит пометку на область, даже если рядом нет врагов. И сейчас спам пометки лишь усложнит вам жизнь. Поэтому если ваш скилл вдруг куда-то пропал, не удивляйтесь. Импульсные радары, такие как Барракуда и OTV, теперь ставят метку на противника при каждой пульсации. Система быстрых запросов, приказов и эмоций была заменена новым круговым меню. Стало, конечно, красивее, но неудобнее, хотя, скорее всего, это дело привычки. Управлять можно как с помощью мыши, так и с помощью клавиатуры. Если навестись на метку на области, то круговое меню отобразит опции метки, где мы можем более конкретно указать причину пометки, например, мины или запросить дым в указанную точку. Ремонтный инструмент теперь восстанавливает не броню, как раньше, а общую целостность техники.
Для оружия в меню добавлен параметр BTK – Bullets to Kill, показывающий, что логично, требуемое количество попаданий для убийства против всех типов брони. Я жил в этом сарае, пока не прилетел фугас. В игру интегрирован голосовой чат Steam. Конец. Полезен разве чтобы издавать нечленораздельные звуки. Для чего-то другого не годится. На картах режима Warzone добавлена нейтральная техника, упрощающая перемещение по карте. В итоге обновление 0.6 стало самым крупным с момента выхода игры в ранний доступ и полностью оправдывает свое звание гигапатча. Добавлено огромное количество нового контента, улучшены важные игровые аспекты, исправлено множество багов и проведена дополнительная работа по оптимизации. В общем, без лишних слов, оценка обновлению 8.